Это кажется очень пафосным, но когда это касается тебя напрямую, и когда ты переживаешь эту длань самости над тобой, когда ты или эго пытается вернуться назад к старым программам, к старой жизни, у нее ничего не получается. В этом сновидении не было Юнга, но тем не менее он был. Его уже не было, потому что в это время в моей жизни случился очень важный момент. Я поставил весь свой путь под сомнение. То, что казалось мне абсолютно ясным, вдруг прекратилось. Юнг ушел из моих сновидений. Мы не можем вернуться назад. А если мы попытаемся это сделать, то это будет похоже на спектакль. Я нахожусь в гостинице. Я выхожу на балкон и вижу, что надвигается страшный шторм. Я понимаю, что это не просто шторм, это что-то пострашнее. Я пытаюсь предупредить людей, бегая в номера, из номера в номер, но я никого не нахожу, гостиница пустая. Я начинаю понимать, что чтобы сообщить людям о проблеме, надо обратиться в дирекцию или в управление гостиницы. Я пытаюсь найти управление гостиницы и попадаю в затемненный кабинет, где стоят пустые столы, стулья, там никого нет. Я слышу какой-то шум и вижу большой принтер, который на автомате что-то печатает. Дьявольский принтер. Мне жутко от того, что я вижу. Я пытаюсь его выключить. Я нажимаю на кнопки, но он не перестает работать. Я пытаюсь его вырубить из розетки. И у меня это получается. Принтер продолжает работать. Он перегрет. Начинает пахнуть горелой проводкой, а может быть серой. Наконец я оставил свои попытки его остановить и решил посмотреть, что же он печатает. Это были странные бумажки, имя, фамилия, имя, фамилия. Я подумал, что это какие-то справки, что ли. Справки дьявола. Я очень боюсь, что этот принтер напечатает мое имя и фамилию. Внезапно я слышу, что какие-то люди ходят по коридору. Я выхожу в коридор, и я слышу, что это европейцы, женщины и мужчины. Они все одеты в одежды 30-х годов. Интеллигентная профессура 30-х годов. Они спрашивают на разных языках, где они могут найти господина Мажарова. Я подхожу к ним и говорю: это я на английском. Это я, Андрей Мажаров. И мужчина, который является как бы главным среди этой группы, очень спокойно, сдержанно отвечает: And this is a problem. Он вытаскивает револьвер и в упор стреляет мне в лоб. Я не успеваю ничего сделать, я только
погружаюсь во тьму. И в этой тьме я как бы разговариваю сам с собой и говорю: все-таки они меня убили. А во сне ко мне приходит какое-то странное чувство одновременно гештальта, свершения и одновременно какого-то успокоения. Эти аналитики, они должны были меня убить. То, чего я сам не мог сделать. Это я должен был пробраться в тот сад, где я был с Юнгом, и прикончить этого Андрея Мажарова. Это процесс, который стоит перед многими юнгианцами. Это убийство Зигфрида. Я напомню, что Юнг убил Зигфрида, чтобы двигаться дальше. Это очень важный этап. Даже если эго не хочет никакого Зигфрида убивать, самость его убьет. Это старая профессура 30-х годов, это образ сеноксов, академичности, всего того, что олицетворяет старое юнгианство 19 и 20 веков. Но я во сне получил опыт трансцендентности, то есть я не умер, я остался. И вот эта фраза «эх, они все-таки меня убили» звучала из глубины, в ней было очень много принятия и согласия, что-то такое буддистское. Это очень многое решило, этот выстрел в лоб снял многие конфликты для меня и позволил двигаться дальше. Уже тогда я чувствовал, что наступает что-то несовместимое с гуманизмом, что-то, что подвергнет всех нас испытаниям. Тем самым это парадоксальный сон, который меня поставил в адекватные отношения с поколением Юнга, которое как бы пытается сказать оттуда, чтобы понять нас, чтобы понять, как мы думали. Вы должны испытать то, что мы испытали. То есть мировую специальную военную операцию.